Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе магией нападения, наказания, защиты, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни. Также любовная магия, магия успеха, чистки, защиты. Также вы можете найти меня на телеграм-канале, в инстаграме. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю традиционное. С 4 по 10 апреля. Первая часть знаков зодиака начинается от рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Напоминаю, что каждый из нас рожденный под неким знаком, и на каждого из нас влияют высшие силы в зависимости от расположения планет, которые комет, солнца в первую очередь, луны. Каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Мы можем этого не замечать. Также все эти планеты, кометы вносят в нашу жизнь некие идущие извне события, эмоции, чувства, мысли, влияют на нашу деятельность. Что несет эта неделя рыбам, с чем она входит. Тройка кубков, помехи со стороны третьих лиц, вмешательство людей, которые сбивают с вас с толку. Также некая какая-то тусовка, возможно, посещение, не очень приятно, где вы оказались в таком обществе, которое вам не льстило, скажем так, и отвлекало вас от... Ваше самолюбие, возможно, было задето, да, какое-то такое не очень приятная компания. По работе, тут, знаете, карта ухода в том числе. Либо вы на данный момент отстранены от работы, или вам приходится доделать что-то очень давно начатое. Вот просто все это растягивается по времени. Также, если вы в поиске работы, карта говорит, что пока ничего не происходит, вы перерабатываете, обдумываете шаги только, да, исходя из прошлого. Тут вот карта такая, что вы на позициях отхода. Зато хорошая карта императрица, ваше социальное окружение. Возможно, что вы окажетесь организатором чего-либо, либо положительная фигура женщины, императрицы, обращение, особенно хорошо, если вы обращаетесь с некой женщиной, облаченной властью, женщина-бизнесмен, женщина-хозяйка, решаете свои вопросы, в том числе и хозяйственные, помощь, правление. Также вы хозяйка ситуации, если у вас есть такой вот вопрос. Новое плодотворное начинание. Так, компьютер, Иерофант. Ой, извиняюсь. Это император. Хорошее состояние здоровья. Вы над ним работаете. В том числе и держите себя в каких-то рамках. Управляете своим здоровьем, своим настроением. Карта император, хорошее состояние здоровья. В том числе, даже если у вас какое-то сложное заболевание или хроническое, или ухудшение здоровья, император говорит об улучшении. Такой старший аркан императора, императрица прямо. Старший аркан. По личной жизни ничего не меняется. Тут, собственно, если есть какие-то подвисшие непонятные отношения, одиночество, вот оно так, вы чего-то ждете, да? Ждете то, что от вас не зависит. Напишет, не напишет, приедет, не приедет. Если у вас есть семья уже, отношения, семейные отношения, вы в ожидании какого-то события, может быть, семейного, ждете некого знака. И колесница перевернутая, препятствие в какой-то поездке, также немножко неудобная карта для поездки, возможно, указывает на разногласия, отложенный отъезд, какие-то вот что-то вам мешает. Это короткая поездка на небольшие расстояния. Не получится так, как вы планируете, в связи с какими-то срочными обстоятельствами. Наши овны.
Овны. Я называю эту карту после бала. То есть есть некий откат эмоциональный, где вам хочется эмоциональная усталость, хочется уйти в себя, скажем так, отдохнуть от переживаний каких-либо эмоций. На работе споры, ссоры, жесткий конфронтация, где вы будете, вас вынудили на это пойти, вы смолчать не сможете. То есть жесткие какие-то переговоры, в том числе, если вы соискатель, ищете работу, вам предложат достаточно жестко. Жестко укажут на ваши обязательства и неудобной для вас форме. Либо вам придется жестко отстаивать свои интересы. Социум, пятерка жезлов перевернута. Не очень-то вам интересно общение с людьми. Скорее вы сворачиваете свои какие-то попытки договориться, уходите от какого-либо конфликта, избегаете тратить свои силы и время. Неактивны. То есть есть некие люди, вам не хочется просто с ними сталкиваться, что-то им объяснять, и вы избегаете пока этого. Состояние здоровья король мечей. Король мечей может означать обращение к какому-то хирургу в том числе. Хотя есть также некая информация, которая поставит вас перед каким-то важным событием для вашего здоровья. В целом состояние здоровья неплохое, однако вам надо перепроверить вообще, что с вами происходит, и либо прибегнуть к небольшой какой-то операции придется. Король мечей все-таки это хирург. Так, зубной врач, что-то рвать. Так, личной жизни, двойка жезлов, скорее идет какая-то нерешительность, переговоры, ничего не значащие переписки. Если у вас уже есть отношения, это скорее карта без изменений. Возможно, что вы также не можете найти себе внутри опору, да, что же вам надо, за что хвататься. И, возможно, также вы отстраняетесь от партнера. Ну, есть какая-то параллельность, да, в этой карте. Две параллельных линии чего-то вам не хочется общаться. В целом такой вот Овен немножко на волне. Устал я от всех вас, уйду я от вас. Да? Не заканчивается это, тем не менее, Вестник Пентаклей. Подарок. Подарок, покупка, прибыль материальная, как некий дар. Вещь, предмет, материальная ценность, покупка. Кстати. Так, ну это же уже идут, подождите, дни рождения овнов, да? Так получается у нас. Может, подарят что-то хорошее. Тельцы. Семерка пентаклей. В данный момент вы вложились во что-то, у вас идут какие-то расходы, которые, в общем-то, вы понимаете, что это расходы, которые не дадут никаких плодов. В общем, тратите денежки. Понимаете, что немножко потерялись в этих тратах. Так, тройка кубков. Зато хорошая карта по работе, по зарабатыванию денег. Новые какие-то перспективы. Победа в конкуренции. По тройке кубков какая-то тусовка, в которой вы приобретете новое влияние. Прекрасное собеседование, где вы победите других конкурентов своих в том числе. Хорошая карта для клиентского бизнеса. Означает дополнительные доходы. Так, ваши люди вокруг вас. Социум. Возвращение старых каких-то вопросов, тех же самых людей, которые уже в прошлом вам достаточно поднадоели, с теми же самыми делами. Все как бы несут вам свое разочарование, заносят вам ваши хвосты, вот эти опять обсуждения одного и того же, скука. Будут вас подалбывать своими старыми вопросами. Состояние здоровья хорошее. Королева жезлов. Также может влиять некая женщина, врач, специалист
со своей такой вот активной помощью. Я бы даже сказала, это талант в своей сфере, который окажет активное влияние на ваше состояние здоровья. В целом состояние вообще отличное. Так, состояние личной жизни, король жезлов. Яркое, интересное событие. Для женщин мужчина, знакомство, переход в какую-то яркую, интересную стадию отношений, новые отношения. Если ваш мужчина не огонь, то есть для женщин это знакомство. Для мужчин это расцвет вашего таланта, вашей привлекательности. Хоть вы и телец. Так, ваша... О, любовь, морковь. Прям любовная любовь тельцам, привлекательность. Вы окружены вниманием, прекрасно выглядите. И очень так увлекательный и завлекательный. Близнецы. Так, колесница перевернута. Отложенные поездки, задержки. Возможно, недопонимание между партнерами. Так, каждый в свою сторону. Каждый свой вариант какой-то отношений видит. Либо поездки. Так, по состоянию, по работе. Верховная жрица перевернута. Обнаружится некое обстоятельство, всплывет. Очень хорошая карта для тех, кто занимается чужими секретами. Детективы, военные, люди, которые эзотерика. Для остальных, учтите, если у вас есть какие-то тайны, секреты, они могут наоборот всплыть. Также хорошо разобраться получится на этой неделе в каких-то неясных вопросах, что-то вам было непонятно, найти ошибку, найти какую-то неясность. В целом карта прояснения. Также, если вы соискатель, вам станет ясно, на какой стадии ваше трудоустройство. Вообще, эта карта ясности, она всегда, в общем-то, хорошая для дела. Белая карта, социум, неожиданное знакомство. Вы можете оказаться в новом потоке новых отношений, новых людей вокруг вас, каких-то новые идеи, новый подход, единомышленники. Также это карта посещения каких-то духовных личностей, в том числе. Состояние здоровья. Так, вестник жезлов. Состояние здоровья хорошее, импульсивное несколько. Также хорошее, вы легкие, быстры, чувствуете себя хорошо, даже если у вас какое-то заболевание или ухудшение здоровья перед этим было, вы почувствуете такую бодрость и активность, которая, однако, не обязательно может быть стабильным. Так, в личной жизни justice, несправедливость, то есть это могут быть разборки, кто прав, кто виноват, почему так. Это также, близнец не склонен такой вот разборками заниматься жесткими. Скорее, так вас будут осуждать, к вам будут какие-то претензии, если у вас есть отношения. Если нет отношений, скорее, это карта, где вы ошибочно судите, осуждаете, может быть, людей, с которыми знакомитесь. Для одиноких это вот такое вот, несправедливо вы к этим людям. Что-то вас так выводят они. По итогу император, интересная карта. Очень интересная карта вообще. Белая карта и справедливость император. Император это пожилой мужчина, государственный деятель, помощь какая-то, которая приходит, в том числе и от государства, в том числе и от пожилого человека. Император. Важное событие в общественной жизни. Вы можете также принять участие через этого императора. Кстати, белая карта. Вот такой вот интересный контакт может состояться. Рак. Всадник пентаклей. Медленное, постепенное решение ваших материальных вопросов, бытовых.
Также появление или влияние всадника Пентаклей, молодого человека, знака Земли. Идете к какому-то важному своему материальному благополучию. По работе вы маг. Возможно, это вы, возможно, это также влияние. Вы в расцвете сил, или либо находитесь под влиянием некого мага, талантливого, всесторонне развитого, управленца. Также это может быть вы сами. Прекрасно проведенное собеседование, где вас оценят по достоинству. Начало нового дела, предприятия какого-то. Отличная карта для всех, кто что-то начинает на этой неделе. Также прилив сил, энергии, организаторских способностей. Так, социум, разочарование, скука. Люди, которые вас окружают, вы давно не хотите с ними общаться. Скорее, отстранение. Любая попытка с ними общаться, ну что, вызовет у вас разочарование. Ну что, ничего не сложно вам с ними договориться. По состоянию здоровья, семерка пентаклей. Хорошее время для того, чтобы начать вложение в лечение, сдать какие-то анализы. По сути, эта карта говорит, что ваши вложения окупятся за небольшие сравнительно вложения в ваше здоровье. У вас начало выздоровления, в том числе в сложной какой-то ситуации. Также перспектива нового лечения, перспектива выздоровления. Ну, забрезжил, скажем так. Вестник мечей, личная жизнь, раздражительность, помехи, какие-то препятствия, ложные обвинения, может быть, вот такие вот разборки. Если нет отношений, возможно, это новое знакомство с неким очень молодым, но очень таким характерным человеком молодым. Если вы мужчина, это карта говорит о таких вот дрязгах в отношениях, неприятии друг друга, может быть, вот таком вот на уровне бесполезной критики. Вестник мечей — это всегда тот, кто по мелочи, ни за что морочит голову. Король жезлов. Интересная карта для женщин, раков. Вообще у вас очень много мужских, 3 мужских фигуры, даже 4. Вокруг вас бьется разного рода мужчины, все они стоят прямо, да, не перевернуты. Ну, тут яркое событие, также знакомство с интересным человеком, может быть творчески, а может быть это и он и в личной жизни вам окажется интересен. Яркое событие, знакомство, влияние, какое-то интересное общество. Наши львы. У львов какая-то тупиковая ситуация, в которой они не видят выхода, не знают, что делать дальше. Что-то вот темный лес и ни одной звезды, да? Так, по работе. Приходится перерабатывать, много работать, работать внеурочно. Причем как вот за те же деньги. Что-то вы тянете, потянете, вытянуть не можете. Что это все немножко толкотня. Обращение. Вам придется срочно иметь дело с государственным органом, либо оказаться в каком-то казенном доме, башня, срочно потребуют также, может быть, помощи ваши родственники, друзья, кто-то окажется в больнице, то есть вам срочно придется в срочном порядке решать какие-то проблемы. Состояние здоровья хорошее, по-прежнему, даже если у вас есть какое-то некое заболевание, оно на прежнем уровне, не, без ухудшений. В целом состояние хорошее, эмоциональное, физическое в том числе. Так, состояние в личной жизни, тройка пентаклей. Если у вас отношения есть ровные, тихие, спокойные, где у вас много каких-то любовь, дружба, любовь, общие интересы, вы связаны общим делом, знакомство с человеком с общими интересами, также знакомство
при посредничестве, если вы одинокий, решение ваших каких-то также вопросов работы, материальных, обсуждения, такое вот доверительное общение. Помощь со стороны, совет. Так, конец недели, восьмерка жезлов перевернута, задержки при прохождении неких дорог, да, что-то вам мешает, палки в колеса вставляет, препятствия при каких-то переходах, переездах. Также еще карта говорит, что кто-то за вами наблюдает вот в плане ревностно, да, чтобы вы никуда не двигались. Есть такое вот ощущение, что что-то вы, чтобы вы никуда не перешли в нужное место, за вами есть такие доброжелатели. Вот, кстати, башня. Вот он, скорее, это вот ваши друзья, родственники, которые очень ревностно за этим следят. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за услугами под этим видео. До свидания.